Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить один из разновидностей итальянского хлеба – фокаччо. Он получается очень ароматный, воздушный и мягкий, а его золотистая и хрустящая корочка, я уверена, не оставит вас равнодушным. Фокаччо делается несложно, но есть свои тонкости, которые сегодня я вам расскажу. Как всегда, следите за руками, а мы поехали! Чтобы сделать правильную фокаччо, нужно, чтобы она имела правильную гидратацию. Для правильной фокаччо гидратация должна быть от 75 до 85%. Что такое гидратация? Это соотношение муки и воды, которые находятся в тесте. Сегодня я хочу сделать фокаччо с 85%. Что это мне даст? Насколько у вас гидратация выше, настолько у вас фокаччо будет более воздушный и пористый. Чтобы рассчитать правильную гидратацию, сколько нам муки нужно и сколько воды, нам нужно посчитать по очень легкой формуле. Я хочу взять, например, 270 грамм муки. То есть я пишу в калькуляторе 270 грамм муки и умножаю на количество гидратации, которое мне нужно. Мне нужно 85%. Равно. Мне нужно 229,5 грамма воды. Так вы можете делать свою гидратацию и узнавать соотношение воды и муки, сколько вам нужно. Все очень легко. Ну давайте сейчас вам покажу это все в реале. В миску я отправляю 230 грамм миллилитров, извините, воды. Туда я отправляю 7 грамм дрожжи, живые. Если вы используете сухие, они должны быть в 3 раза меньше, чем мое количество живых. И сахар. Я отправляю 10 грамм сахара. У меня в данном моменте это коричневый. Если у вас нет коричневого, возьмите просто обычный белый сахар. Просто у меня он закончился, поэтому я и взяла коричневый. Все это размешиваем так, чтобы дрожжи и сахар растворилось в воде. И, наверное, вы задаетесь вопросом, что здесь делает эта мука. Теперь я хочу обсудить этот вопрос с вами. Я делала фокаччо на вот такой вид муки, манитоба называется. Я делала на 650 вид мука и делала на капуто, который имеет силу 140. И во все эти разы у меня, знаете, вот эти характерные пузырьки, которые в фокаччо не получались. Я только дотрагивалась до теста, и все это падало, то есть воздух уходил. Я попробовала потом сделать фокаччо с муки, у которой есть сила 260, это тип 2.0 и имеет силу 260. И потом сделала с муки, которая имеет силу 350. Вот эти два представителя замечательно держали углекислый газ в тесте. И когда я начинала вот эти маленькие пальчики трогать тесто, воздух не уходил, и у меня получались вот эти характерные пузырьки для фокаччо. Поэтому я вам рекомендую, берите хорошую муку, которая имеет хорошую силу. Также в муке должна быть хорошее содержание протеина. В эти два представителя у меня 14% и 15% протеина. Да, у фокаччо есть вот такие маленькие тонкости, но мы же делаем правильный фокаччо. Все, добавляем муку. И все это мы начинаем перемешивать, так, чтобы мы получили однородную консистенцию. Единственное, вы должны не пугаться, потому что сейчас тесто, из-за счет того, что оно имеет большую гидратацию, оно будет очень липкое и очень приставучее. Теперь мы добавляем хорошее оливковое масло, 25 мл. И все тоже перемешиваем так, чтобы все объединилось. Наше тесто объединилось с оливкового масла, и на этом этапе я добавляю морскую соль. Это по вкусу. Я беру 1% от количества теста. И все это объединяем. Наше тесто готовое. Посмотрите, насколько оно податливое, насколько оно мягкое и приставучее, как всегда. Теперь с помощью лопаточки я просто это все убираю с рук и собираю в один шарик. Если вы боитесь, что вы не справитесь с вот такой консистенцией, с такой высокой гидратацией, сделайте, попитайте сначала с 75%, а потом уже добавляйте процентовку гидратации, и так вы привыкнете делать именно с 85%. Я собрала тесто в один шарик. Теперь нам нужно его накрыть так, чтобы оно не прикосновалось с воздухом и чтобы оно не засохло, то есть не получилась корка сверху.
И его оставим где-то на 20-25 минут, чтобы оно отдохнуло. И после этого я вам покажу, что дальше делать. Прошло 25 минут, и посмотрим, что произошло за это время с нашим тестом. Итак, теперь оно расплыло, оно отдохнуло, и теперь нам нужно сделать растягивание. Для чего это нужно? Так мы будем тренировать нашу клейковину. Смачиваем ручку с водой, берем краешек один, вытягиваем и вот так сверху. Опять водичка и следующий краешек. Вот так вытягиваем и сверху. И так нам нужно сделать со всех сторон. Вот этот процесс нам нужно повторить целых 3 раза в интервале 20-25 минут. Наша вторая разминка. И если заметно на камере, вот здесь уже пузыречек появился. Значит, наше тесто уже как бы бродит. Делаем то же самое, как и в первом этапе. Водичка. Берем один край и вытягиваем. И оставляем еще на 25 минут. И будем делать третью разминку, и потом будем приступать уже к финалу. Наша третья разминка, как всегда, мочим ручку и растягиваем тесто с каждого края. Кстати, в тесто уже пузырьки начали образоваться, оно стало более такое, знаете, даже эластичное. Вот, нашла правильное слово, эластичное. Так, прибрали тесто, разминули его. Вот, смотрите, какой пузырь получился. Теперь, по поводу формочек. Смотрите, я пыталась сделать это в стеклянную форму, но каждый раз у меня фокачча просто прилипала к дне. И независимо какое количество я оливкового масла лила. Поэтому покупаем вот такую формочку металлическую, и все проблемы уходят с этого. Смазываем форму оливкового масла. Так, хорошо со всех сторон. Смазали. И теперь перемешаем наше тесто в формочке. Хоп. Теперь мы оставляем тесто в холодильнике на 20-24 часа. Почему? В зависимости от длинности ферментации теста образовывается и вкус, и структура самой фокаччи. Если у вас нет такого времени, то можете оставить хотя бы на 18-12 часов, но просто вкус будет менее выразительный, пузырьки не будут такие большие, и текстура будет чуть-чуть другая, она будет чуть отличаться. Ну, фокачча все равно получится. Поэтому сейчас я оставляю, накрываю с пакетиком на 20-24 часа, и завтра мы посмотрим, что у нас получилось. Наша фокачча уже готова. Она отдохнула в холодильнике, напоминаю, 24 часа. И я включила духовку на 220 градусов, чтобы она нагревалась вверх-вниз. И сейчас мы уже будем подготавливать саму фокаччу к выпеканию. Нам нужно обильно ее сбрызнуть масличком. Оливковое. Также наши ручки. Потому что мы сейчас будем делать чудеса. Берем, смазываем вот так пальчики. И очень аккуратно мы должны их утопить в тесто. Берем и вот так. Видите, какие шарики получаются, пузыри. Теперь разворачиваем. В никаком случае мы не пользуемся скалочками. И то же самое делаем. Фокачча готова. Теперь, если вы, конечно, хотите по желанию, можете добавить оливки или маслини, как хотите. Можете добавить, например, розмарина, черри, что вам больше хочется. У меня есть тимьян, и я слегка так сверху просто посыплю тимьянчиком для большего аромата. Вот как выглядит фокачча.
Для вкуса я добавлю сверху чуть-чуть морскую соль. Просто вот так посыплю. И выпекаем где-то минут 20. Все зависит, как всегда, от вашей духовки. Увидимся через 20 минут. Pesce fritta baccalà, uè compagno calamale che giaccata. Oh mamma, pesce fritta baccalà, me voglio una iotta che me voglio marità. Наша фокачча готова. И посмотрите на ее просто размер, цвет. Это нечто очень сексуальное. И посмотрите, насколько она мягкая. Ну и хрустит, конечно же. Я же вам говорила по поводу корочки, что она хрустящая и золотистая. Ну, собственно, вот и результат. Давайте ее попробуем. Очень нежная, воздушная, а корка просто отпадная. Хрустящая. Класс. Если вам понравился сегодняшний рецепт, как всегда, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!